Друзья, всем привет! Продолжаю свой проект. Сегодня буду делать пояс. Давайте посмотрим, что у нас там с поясом. Пояс у нас такой шикарный, толстенький. Прям пояс-корсет. Не знаю, как получится. Но как получится, такие и получится. В общем, начинаем. Поехали. Так, для начала мне бы... Что хотелось там? Так, для начала я бы, наверное, что-то заморозила, а что-то нет. Хотя, вот для симуляции, наверное, мне не нужно ничего замораживать пока что. Пока я, во всяком случае, не сделаю первый слой этого пояса. На этом мы остановились в прошлый раз. Пока что у меня... Что у меня тут по партиклам? Плотность сетки. Так. Тут у меня чего? Пятерка. Тут пятерка. Тут в юбке десятка. А тут что? И тут десятка. В общем, пока что у меня такая юбка. Я уберу пока с 2D меша. Уберем пока юбки в сторону. Можно их сгруппировать, чтобы их можно было легко двигать туда-сюда. И так, нам ничего не нужно пока что замораживать, потому что нам нужно, чтобы пояс обогнул, хорошо улегся и прижал все, что нам надо прижать. Так, пояс у нас достаточно широкий. Так, по всей видимости, штанишечки наши будут... Ну-ка. Не низковато ли наши штаны находятся? Ладно, тут же все попришито. Тогда ладно. Тогда нечего переживать. Хорошо. А, да, кстати, это к юбке относится. Так, давайте я это сделаю. Это у нас слизер. Так. Aid Group. Хорошо. Как бы нам его понять-то, какого он размера должен быть? Если ориентироваться по этому поясу, по внутреннему, это 33. Давайте я его скопирую. Ай, ладно. Лучше новый сделаю. S. Так. Нам еще нон снаружи нужен, поэтому не 33, а 34. Ой, 34 в ширину. А в высоту сантиметров 15. Так. Alt-Y. Нам надо его как-то расположить. Shift-F. Сюда. Offset. Это у нас должна быть кожа. Так, offset. Поменьше немного. Давайте я все, что не заморожено, усилю. N. Так. И, так, чтобы все сейчас не поехало прям нафиг куда не надо. Я сейчас эту детальку расширю. Да, кстати. Квадровая сетка. Как минимум пятерка. Это все-таки пояс. Деталь не очень большая. Бондинг ему сразу какой-нибудь. Пусть будет дефолтным. Так. Давайте я сделаю его расширено 120%.
А вообще надо было, наверное... Давайте я... Знаете, что? Вот это все-таки заморожу для начала. Пусть он облепит. А потом я отморожу и просимулирую. А то что я буду сейчас... Да, вот чтобы такого вот не было. Вот этой истории такой. Что это вот такое? Почему оно сюда залепилось? Давай, давай. Так, тут мы растащились. Тут надо поставить шов на место. Так, чуть-чуть приподнимем, дадим ему в свободном падении упасть. Если он упадет. А оно не упало. Оно тут застряло в груди. Прекрасно. Так, ну давай же уже как-то настраивайся тут. Что-то у нас тут... То тут криво, то тут криво. Тут вроде ровно. Тут вроде бы ровно. Окей. Теперь давайте его вернем к 100% размеру. Дальше. Давайте его уже отморозим вот это вот. И все это попробуем ужать. Так, дальше. Давайте я Ctrl-A, Ctrl-H, все вот это вот уберу. Вот это можно усилить. Давайте я бондинг пока что уберу. Бо-бо-бо. Бондинг. Оп. Так. И посмотрим. Значит, пояс у нас какой-то такой себе. Не очень классный. Я бы сказала. Нормальную симуляцию. Во-первых, он высоко сидит. Во-вторых, он высокий. Давайте на 5. Так. Глянем. Так, он у нас должен быть типа такой, тип такой. Так. Проблемка. Давайте я его поставлю пока что слой. Где у нас слой? Слой 2. Ай, 5. Отлично. Сразу. Так, 5. Смотрим. Угу. Тут окей. Возможно, нам еще и здесь нужно такое же сделать. И, возможно, надо его весь сжать. Угу. Вот эта форма мне нравится. Но теперь мне хочется его весь уменьшить. Примерно... Так, сантиметров до 15.
Отлично. Мне даже вот эти сборочки нравятся, которые здесь происходят. Они естественные. Теперь сделаем следующее. Направляйки. И изогнем вот эти линии. Каким образом? Значит, берем вот эту точечку по направляющей и что у нас тут? Допустим, примерно до вот этой клетки. Так. То же самое здесь. С. Вот до этой клетки. Так. Значит, что это дает? Вот здесь вот нам дает это ровное сопряжение. Кстати, шов я вот не хочу здесь делать, чтобы он был виден. Пусть будет просто такое. Окей. Так, что еще я могу сделать? Прикольно, кстати, получается. Может быть, поднять его чуть выше. Чтобы он был больше на талии, что ли. А то он сейчас как-то... Да. Может быть, еще. А может быть и нет. Пусть тут будет. Так, общая форма мне нравится. Давайте я это уберу. Чтобы мне слои тут не мешали, я вот так сделаю. Окей. Так, теперь слой можно убрать, чтобы эта зеленка закончилась. И в принципе мне нравится. Сверимся с рефом. У нас тут должны быть какие-то ремешки, поэтому придется нам сделать тоже закругление здесь. Тогда нам нужно сделать так. Так. И здесь. Тогда нам нужно сделать... Ну-ка. Так, нет, давайте по этой... Так, create guideline. Так, теперь тут.
Так, что у меня тут 34, 26. Тут окей. Ну-ка. Ну что, неплохо-то и получается. Наверное, чтобы сделать это более такую, надо будет сделать вот так. Сверху как-то получше. Что-то здесь более беременный какой-то этот живот. Супер. Так, какой у нас тут 0,5? Давайте поставим. Дальше. Я хочу, чтобы Extra Collision был на 1 миллиметр. Типа это ж кожаный пояс, а может быть и на 2. Ну хотя я сейчас, знаете, что сделаю? Нам сейчас нужно будет тут ремни какие-то мутить. Тогда пусть будет так. Так. Тут нам интернолайны поубирать, чтобы не мешали. В целом окей. Можно даже порасшивать швы аж до этих самых, до пояса. Так, ниже его я могу сделать только таким образом. Допустим, на 3 минус 90. Но нужно ли? Я не знаю. А еще, кстати, может быть, я отойду от этого, от канона и сделаю здесь все-таки острый пояс. Не от канона, а от этого, как его... О, господи, от рефа. Потому что мне хочется сделать какое-то повторение остроты, вот это, подкрепить вот эту вот часть, вот эту линию. И мне хочется перенести это сюда. Дальше. Здесь аж целых каких-то 3 застежки. Я, честно говоря, не знаю, как бы этот пояс тут застегивался по-настоящему. Но я могу прошить 3 ремня. А нужно ли мне это делать, я не знаю. Может быть, мне нужно как-то по-другому это сделать. И нужно ли мне делать здесь пряжки. Я еще над этим подумаю. Так, знаете что? Для начала я могу сделать следующее. Edge thickness где-то на 2. Ой. Пусть будет 1. А это 20. И это будет binding tape. Вот такую штуку я могу сделать. Я не знаю, буду ли я делать здесь пряжки спереди. Я бы здесь, знаете что? Я бы лучше здесь какой-то узор бахнула, когда буду текстурить. Ну, прям это напрашивается. Вот здесь прям что-то какой-то орнамент на кожаном ремне, а пряжку сделать там 1 или 2 здесь. Ну, как бы...
Вот реально. Мне не хочется прям там это делать. Поэтому давайте-ка я покрашу кожу тоже в какой-то цвет песочный, чтобы она была видна вообще. Назначу коже. А где она у меня еще? На манжетах, да? Ну ладно, бог с ней. Ничего не буду пока назначать. Пусть будет так. Сохраню. На этом, наверное, с поясом я закончу. Хотя нет. Давайте я таки сделаю, может быть, пряжку какую-нибудь здесь. Вот реально здесь очень напрашивается какое-то прям тиснение. Но не 3 пряжки. Вот здесь они мне здесь кажутся нелогичными. Может быть, вот эти края можно сделать побольше, например, 25 миллиметров, чтобы на этих краях тоже можно было какие-то узоры сделать. Хотя, с другой стороны, это смотрится не так изящно. И нам нужно все-таки сделать ремень здесь. Окей. Сделаем следующее. Так, включим отображение внутренних линий. Так, ну прям нам 20 не надо. Так. Ну-ка, 4,5 примерно на уровне шов этих. Либо 5 таки. Так, у меня, по-моему, что-то съехала вот эта часть. Дайте я ее подвину сюда. Заморожу. Все остальное просимулирую. Немножечко подвигаю. И этот морожу. Либо у меня что-то пошло не так. Что-то у меня либо пояс не туда пошел. Ну, вроде бы окей. Все, в принципе, мы можем все заморозить, кроме пояса. А эти линии, которые я отложила, нам нужны для того, чтобы... Так, это internal isoline 2. И здесь тоже. Так. Направляйки можем поубирать. Они нам уже не особо нужны. Давайте я это сделаю трим. То... Ладно. Трим. Chosen line. Ну, давайте эту отрежем. И здесь трим chosen line от этой отрежем. Что? Трим chosen line. Да что не так-то? Не срабатывает, ладно. Что-то ему не нравится. Ладно. Поднимем. Выровняем. Интересно. Так, а ну-ка так. Все, прилипло. Ура!
Так, к этим штучкам мы можем... По-моему, у меня здесь тоже что-то поехало. Нет? Нет. Окей. Хорошо. Я думаю, что нам тут... Тогда ладно. Тогда этот шов мы можем перешить, и пусть он будет виден. Типа у нас здесь смыкание. Так, теперь ремешок. Угу. Кстати, что тут случилось? Нам эта линия не нужна. Окей. Все. Здесь все нормально. Теперь что нам нужно с ремешком? Какой у нас тут? 5 сантиметров, да? Ладно, начнем с простого. S 10 сантиметров. Это у нас должно быть лезер. 10. Дальше. Высота 3. Нам хватит? Хватит. Возможно, высота 2 должна быть. Так, Alt-V. Не получится. Нам нужно Alt-V относительно от этой линии. Хорошо. Ой. Так, пришиваем. Это пришиваем сюда. Так. А это пришиваем с этой стороны. Давайте подвинем и посмотрим. Ну, практически ровно. Так. Расположили. Давайте посмотрим. Ну, типа, здесь ремешок. Я даже не знаю, стоит ли делать. Да, кстати, вот таких швов нам тут не надо. Блин, фиг я тут что сделала, да? Нам, типа, показывать здесь швы не надо. Нам надо просто показать, что как бы ремешок есть. Да и хорошо. Швы мы будем делать по-другому. Мы будем даже не швы делать, а будем делать типа заклепки. Так. Пусть будет 1. И экстра рендер пусть будет 2. Так, еще что? Нет, наверное, тогда тоже 2.
нам же не нужно. Дальше. 5. Это раз. Второе. Второе, что нам надо сделать, это квады. Окей. Так, я не хочу, чтобы здесь ремешок был прям такой. Давайте сделаю так. Pattern outline на пол сантиметра. Internal line, да. B. Это я удалю. Кстати, давайте я сделаю следующее. 5. Сейчас я сделаю просто симметричный паттерн и больше не буду париться. Зачем я internal line делаю? Я могла отвести это сюда на 5. Так, Alt-Y. Дальше, что я к чему пришиваю? M. Давайте так. Так. И сейчас подвинем. Так. 3,6, да? 3,6 разделить на 2, 1,8. Отлично. Короче, двигаем сюда. 1,8. Ну и... подождите, как это так? Это дистанция. Один. А, 3,6 минус 2. Минус 2 разделить на 2, 0,8. Все. Вот я туплю. Короче, отодвигаем на 0,8. А потом здесь автоматом оно подстроится. Все. И оно стало четенько куда надо. Так. Это убираем. Нам ничего не надо, чтобы видно было. Дальше X. Здесь делаем так. Двигаем на 1 сантиметр. Так, и у нас получается вот такая история. Ой, короче, я не понял, куда я что пришила. Я неправильно пришила, да, молодец. Ну ладно, бог с ним. Типа ремешок есть. Хорошо. Здесь мы сделаем заклепки какие-нибудь. Типа X. Так, значит, как мы это делаем? Пошли в пуговицы. И я хочу поставить сюда пуговицу. Но я хочу сделать свой стиль. Так, и я хочу этой пуговице назначить вот этот стиль. А уже в пуговицах мы сейчас настроим стиль. Так, нам нужна какая-то кнопка. Что-то круглое. Без каких-то этих. Так, окей.
А в какую сторону оно у меня добавилось? У меня такое ощущение, что у меня пуговица куда-то стала на этот... на внутреннюю сторону. Угу. Отлично. Давайте сделаем так. Флип. Супер. Это мы перевернем, наверное. А хотя пусть будет так. И повторим. Так, пуговица. Так, теперь поднастроим. В общем, пусть это будет просто гвоздики. Ну, в смысле, плюшки такие. А потом я разберусь еще, что куда. Так, по-хорошему, тут надо было бы сделать какую-то пряжку. Вроде бы тут все окей. Короче. Типа так. По-хорошему, тут надо было бы делать какие-то застежки, бла-бла-бла. Возможно, у таких штук надо было бы сделать даже больше. Например, вот тут вот аж целых 3 каких-нибудь ремешка. И тут вот. Типа так. Ну-ка, давайте попробуем так и сделать. Так. Trim to outline. Либо знаете что? Надо сделать по-другому. X1 1 и здесь так, да? Теперь берем наши кнопки, тычем сюда, сюда, сюда. Ну, алло, я хочу еще одну сделать кнопку, пуговицу. Сюда. Хорошо. Здесь делаем все наоборот. Убираем эти кнопки. Здесь делаем buttonhole. Потом настроим его. Так, только другой. Теперь берем все это, выделяем. Так, assign to buttonhole. Давайте настроим его. Какой-нибудь нам нужен незаметный. Текстура. Так, вообще удаляем его нафиг. Так не получится. Если я его удалю, то... ладно. Давайте я его сделаю шириной
0,5. Он тогда не виден будет. Так, что еще? А теперь вот эти кнопки, в смысле, вот эти пуговицы, тогда мы, кстати, сможем и это... Так, duplicate to symmetric pattern. Окей. Сейчас оно все полетит нафиг. А теперь нам надо позакрывать это все. Значит, смотрите. Fasten zip. Fasten button. Это сюда тыкаем. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Типа мы это все закрыли. Ну, в общем, какая-то беда случилась. Я так полагаю, что их нужно попереворачивать. Тогда они нормально встанут. Ну-ка. Проблема вот в этом, да? Этот нормальный был. Нет, не нормальный. По всей видимости, что-то тут не то произошло. Давайте я его отодвину. В общем, проблема в том, что у меня тут швы попришиваты. Так. И тогда я его тоже могу перевернуть. И тогда... Все встало на свои места. И теперь, кстати, я могу настраивать любые другие эти пуговицы. Потому что теперь мне уже пофигу, какие там дырочки, затычки и все вот это вот. Тогда я могу попробовать другой какой-то стиль. Так. Какой-нибудь другой стиль кнопки. Можно даже квадратики. Слушайте, мне квадратики прям нравятся. Только не такая высота должна быть. И не такая... А еще же их можно поразворачивать. Смотрите, что с ними можно сделать. Берем кнопку и делаем угол 45. Нам вполне себе ложится что-то подобное. Так. Отлично. Так, еще у нас у наших этих пуговиц коллизия. Так, подкрутить ее. Ага. Значит, тут есть проблемка. Давайте подкрутим ее. Где это было 45? Пусть будет 40. Так. Да что ж такое? Тут тоже будет 40, например. Так, по всей видимости, это недостаточно. 37. Потому что у нас тут как бы изгиб такой небольшой. Так, здесь мы открутим тоже на 40 градусов.
И что у нас тут? Мне вполне себе нравится. Единственное, что поплощадь хочется сделать. Более плоские. Так, что у нас? Пусть будет 2. О! Ну, просто шикарно. Вообще. Так. На сегодня я, наверное, с поясом завершусь. И детальки я ему потом сделаю. Когда я сделаю детальки? Так, у нас появились тут какие-то проблемки. Дайте-ка я разморожу это все. И у меня еще же, наверное, вот это замороженное. А там у меня юбка и все такое. В общем, тут у нас появились какие-то морщинки. Давайте подтянем. У нас такого быть не должно. Ладно, тут у нас еще рукавами натянется. Но у меня такое ощущение, что это, знаете, из-за чего? Из-за того, что слишком большая выпуклость. Нужно сделать вот эту часть менее выпуклой. Как это нам сделать? Причем не вот эту, а вот эту. А вот эту часть нам менее выпуклой можно сделать только следующим образом. Мы можем вот это немного отодвинуть на полсантиметра. А здесь... Так. Нет, так не получится. Угу. Так, что я могу сделать? Я могу вот это все вниз на где-то на полсантиметра, так. А теперь мне нужно делать, убирать вот этими ползунками все. Типа так. Это был перебор. Так, на 0,2. Так, потому что это уже слишком. Ну, в целом, окей. Так, смотрим. Так, теперь у меня здесь что-то случилось. Потому что мне теперь все это надо поднять где-то на... Ну, примерно настолько и надо. Так, еще здесь у меня какая-то не очень классная история.
какое-то не то сопряжение. Так, вроде бы поравнялась. Угу. Но в целом окей. Блин, как же мне нравится вот это вот подворот, этот вот складочка, это вообще... Так, ну-ка, Ctrl-H. Так, у меня какие-то морщины здесь появляются, потому что на этой ткани у меня стретч 15-20. Давайте я его приберу. Так. Так, а здесь стретч 19-14. 25-30, 26-40. Нам надо бы стретч этот. О, это бендинг я сделала. Так. Здесь 36-100. Давайте я здесь сделаю то же самое. Что у нас здесь? Warp 100, Weft 88, BS 36. Давайте то же самое сделаем. Warp 100, Weft 88, BS 36. Ну-ка. Тогда должно разгладиться. Дальше. Бендинг 5-10, а здесь 9-14. Так, 14-9-10. 14, 9, 10. Посмотрим. Так. Ну, окей. Пусть так будет. Окей. Все, на сегодня я, наверное, это видео закончу. В следующем видео я приступлю к рукавам. А для того, чтобы приступить к рукавам, наверное, давайте-ка я сразу в позу поставлю нашу девушку. Так, для того, чтобы поставить ее в позу, давайте включим аккуратную симуляцию. Причем надо будет разморозить вообще все. Я включу аккуратную симуляцию и нажму на нашу девушку. И выберу поза И. Какие еще есть позы? Так, ладно, нам нужна просто поза И, где руки опущены вниз. Сейчас она у нас опускает руки, ставит ноги вместе. В целом все. Все, я думаю, что она встала. Окей. Все, можем останавливать и замораживать. На этом мы остановимся сегодня. У нас чуть-чуть голова пузика будет. Кусочек. И продолжим в следующем видео.
В следующем видео нас ждут рукава. Что еще? Капюшон вряд ли успею сделать. Но с рукавами мы разберемся. Так, покажу еще вам, как погладить вот эти места. Если не хочется заморачиваться с выкройками, потому что мне уже, честно говоря, это надоело. Выкройки эти туда-сюда гонять. Дальше. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.